Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Здравия вам и солнечного настроения! У нас на юге Украины и на юге Одесской области, в прекрасном городе Измаил, хоть ночью и небольшие морозы, а вот днем все больше светит солнышко, и уже раскрываются вот-вот первые подснежники на солнечных местах. А в нашей неотапливаемой теплице расцвели первые анемоны в горшках. Посажены они были в благоприятные сентябрьские и октябрьские дни. И сентябрьские посадки вот так прекрасно выглядят и радуют нас своими цветами. Это сказочно красиво. Дарим вам это настроение, уважаемые наши подписчики и зрители. А теперь приступим к главной теме сегодняшнего видео. А теперь агрогороскоп с 22 по 25 января 2022 года. Время московское. У нас есть один день, очень важный день, я хочу о нем напомнить. Это 22 января, когда Луна будет находиться в знаке Дева. И уже здесь 22 часов 47 минут и до конца суток будет Луна без курса, то есть будет готовиться к переходу в другой знак. И здесь совсем другие дела, поэтому в Деве нужно завершить то, что вы начали еще 21-го. Давайте сделаем вот такие важные подсказки, что мы можем сделать 22-го в субботу при убывающей Луне в знаке Девы. Сеять семена цветов. Эта фаза после сожженного пути полнолуния, очень хорошее время. Третья фаза, можно сеять и вершки, и корешки. В данном случае у нас цветы – это вершки. И можно работать с рассадой только цветов. Дева не любит какие-то другие дела. Она любит красоту. И пикировку тоже можно для цветов, только цветочные растения. Цветы, которые вы посеяли, и уже они у вас растут, требуют пикировки, пересадки, перевалки. Вот это все можно делать для цветов, которые у вас находятся на подоконниках, в теплицах, в разных местах, где вы только для них приспособили места. Можно поливать в это время, и нужно поливать, и подкормочку проведите. Далее будут дни, когда нельзя поливать. Поэтому учтите вот этот момент. Ну и зимой не увлекайтесь сильно подкормочками. Здесь очень хорошо и для цветов, которые вы заранее заготовили череночки. У вас в холодильнике можете достать и вот эти их череночки укоренять. Декоративные разные цветочки у вас есть. А также в это время можно для комнатных цветов эту же работу провести. Нарезать черенки и укоренять череночки. Можно пересаживать, посадку проводить, полив, подкормку. Все это делайте в этот день, в субботу, для того, чтобы следующие 2 дня пропустить вот эти важные дела. Поливы проводим только до 22 часов. Это как раз достаточно времени для того, чтобы до часу ночи, до момента перехода уже Луны в знак Весы, вода впиталась, и подкормочки тоже до 22 часов делайте, не позже. В саду, естественно, кормим птиц, и если заготовленные черенки укореняем до 20 часов. Зеленые операции в Деве не проводим. Хотя снова же мне новички скажут, что как это вы будете укоренять черенки, но зеленые операции не проводите. Вот это правило, исключение из правил, когда черенки нарезаются, только черенки и только укоренение. Итак, зеленые операции не проводим, рыбалка еще не активна, квашение не проводим, быстро сгнивает продукция, и настойки тоже не делаем в Деве. Зато вот начинается выходной, воскресенье и понедельник, 23-24 января, Луна убывающая будет в знаке Весы. А что это за время? А это очень хорошее время из всех знаков воздуха. Весы наиболее покровительствует, кроме цветов. Это и время для, в данном случае убывающая Луна, для корнеплодных овощей. Поэтому можем проводить подзимний посев корнеплодных овощей. Этот же посев можно делать в теплицах отапливаемых, для того, чтобы получить раннюю продукцию. Можно высаживать ранние сорта картофеля в теплицах, в теплых странах. Но, естественно, сеять семена цветов еще можно. Третья фаза, можно использовать этот период. На этом завершаются вот такие важные дела, касающиеся вот посевов.
Рассада с ней не работаем. Я заметила такую особенность. Можно дело проводить, имеется в виду и пикировку, и пересадку, перевалку. Но очень многие, не зная вот этого момента, что нельзя в это время поливать, кстати, и посевы тоже не поливаем, заранее увлажняем землю, и губят рассаду. Поэтому мы ушли от этого и сами перестали высаживать рассаду в весах. Никаких пикировок, посадок, пересадок. И, естественно, пикировку тоже не проводим. Мы это сделаем чуть позже. Вот. А сейчас, вот смотрите, далее по цветам. В весах, весы тоже покровительствуют цветам, можно еще сеять семена на рассаду. И 23-го, и 24-го. И здесь для цветов, вот то, что долго ожидали, очень актуальны зеленые операции. Это уже цветоносы, которые давно подсохли, их нужно обрезать. Желтые листики, какие-то веточки. Вот эти зеленые операции в знаке стихии воздуха прекрасно пройдут на растениях. А также в теплых странах то же самое. Вы можете обрезать в открытом грунте растения, которые нужно там что-то убрать. Для комнатных цветов тоже самое актуально посевы на рассаду, а также зеленые операции. А вот здесь заметьте, пожалуйста, себе, в весах не поливаем, ни в коем случае, подкормки не проводим. Это знак стихии воздуха, в это время растения заняты дыханием. А вот в саду, если есть необходимость, проведите санитарную обрезку. Я не советую по-прежнему заниматься полностью обрезкой садовых растений. Сами видите, погода очень сложная, и дальше это будет продолжаться. Впереди еще очень много времени, когда будут вот эти климатические различные качели и обледенения, которые могут вас оставить вообще без урожая, если будете обрезать. Только санитарная обрезка, если что-то где-то ветер поломал и какие-то есть проблемы. Далее, вот здесь уже зеленые операции, смотрите, вот зеленые операции, да, можно в знаке стихии воздуха делать их, они подсыхают, эти раночки, очень хорошо. И, наконец-то, для рыбаков прекрасное время, мы интересовались у наших друзей, в это время уже третья фаза перед четвертой, очень хорошо ловится рыба. Ну, если, конечно, она есть там, где вы собираетесь ловить, и, пожалуйста, выбирайте хорошую погоду. В плохую погоду не идите на рыбалку. Квашение не проводим 23 и 24, а вот настойки получатся хорошими. Убывающая луна в знаке стихии воздуха, а дача хорошая, и вот настойки получаются такие красивые, аж прозрачные. Вот. А если делать это в другие, ну, давайте мы посмотрим дальше, почему дальше мы не делаем эти настоечки. Вот здесь очень хорошо получается все. Ну и вторник, это время перехода Луны из знака Весов в Скорпион. 25 января переход будет осуществлен вот из этого знака Весы в знак Скорпион в 6 часов 58 утра. Но этот день, прошу обратить внимание, это день стрессовый перехода Луны из третьей в четвертую фазу. И здесь еще и утром Луна без курса с часа ночи 11 минут до 6 часов 57 минут. То есть вот такой сегодня, вот этот 25 января, очень сложный, тяжелый день. Лучше отдыхать. Ну, если есть какие-то важные дела, из перечня, которые мы назовем, можно делать. Посевы отменяются, рассада не работаем с ней, пикировка тоже. А вот что касается цветов, комнатных растений, будьте внимательны, продолжайте работу. Профилактика, защита от вредителей. Не используйте химию, используйте те же аптечные препараты, есть сейчас и биопрепараты. Защищайте свои растения профилактически, не дожидайтесь, пока вот это и белокрылка, и мошка всякие, вот эти тли, кстати, тоже активизируются. Пожалуйста, обрабатывайте свои растения. Поливы. Вот поливы после 7 часов утра приветствуются. Это знак стихии воды, растения будут хорошо пить воду. Подкормки только вечером уже настроятся на волну стихии воды. Все растения будут пить воду, и можно делать им подкормочки. При необходимости, конечно. В саду по-прежнему актуально кормление птиц. Они уже так устали. Но что делать? Еще впереди вот такая длинная зима.
и нужно им помогать. Подкармливайте, пожалуйста. Вот зеленые операции уже не проводим. Если в весах мы это делали, то сейчас это уже нельзя делать, потому что это знак стихии воды. Вот рыбалка замечательно получится, несмотря на то, что это переход Луны из 3 в 4 фазу, но это очень хорошее время, убывающая Луна, и тем более Скорпион, рыба, получается, любит она в это время идти на крючочки, так что давайте ей подкормочку, она к вам обязательно придет. Это для тех, кто любит ловить рыбу. Квашение и настойки не делаем. Квашение так же, как и настойки, они быстро становятся такими слизкими, склизкими. Вот, и в это время очень быстро портится. И вот эти настоечки, такие вот они некрасивые, мутные получаются. Ну и качество не такое, как мы желаем, для того, чтобы получить качественные лекарственные настойки из различных лекарственных растений. Наша постоянная рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 22 по 25 января 2022 года. Суббота – это знак стихии Земли. Луна будет находиться в знаке Девы, поэтому здесь может быть и давление, и увлажнение сильное, и может быть дым, поэтому будьте внимательны. Тесто может вести. Здесь тоже очень важно или меньше ставить жидкости, или же чуть-чуть увеличить муку. Рукоделие в Деве отлично получается. Обратите внимание, очень хорошо в это время заниматься своими волосами, ногтями и очисткой кожи. Очень хороший период и стричь волосы, и стричь ногти, красить волосы, мыть волосы. И у нас начался вот курс очистки кожи. Пожалуйста, не прерывайте его. А что касается ремонта и проветривания вещей, в этот день лучше не проводить, потому что в это время и качество ремонта будет плохое, ну и вещи будут влажными, натягивают запах и влагу. Стирка и уборка в знаке Девы очень красивой получается. Используйте это время. Воскресенье и понедельник. Смотрите, какая красота! Давно такого не было, когда одни «да». Ну, давайте рассмотрим в весах. Прекрасно горит печка, тесто прекрасно получается. Что касается стрижки волос, ногтей, покраски волос. Вот единственное, что покраска, пожалуйста, используйте органику. Очень важно сейчас обратить на это внимание. Уран в Тельце, и каждого человека на Земле заставит Уран относиться к своему телу, а Телец отвечает и за наше здоровое тело. Поэтому будьте внимательны к тому, чтобы не химичить свои волосы. Мыть волосы можно, прекрасно все. Очистка кожи дальше проводим. Ремонт, пожалуйста, проветривайте вещи, но вещи только в хорошую погоду, когда нету дождя или снега. И стирка и уборка тоже пройдут хорошо. Единственное, что для стирки, если есть пятна сильно серьезные, то нужен пятновыводитель. И вот идет такой день. Видите, как хорошо, что можно посмотреть, что можно нам заранее спланировать. Вторник, когда Луна уже зайдет в знак Скорпион, и днем будет здесь, в этом знаке стихии воды, дым бывает очень часто. Тесто ведет, тоже будьте внимательны. Это убывающая Луна, тем более. Тут обязательно выбор. Смотрите, как руки чувствуют, что больше нужно. Вот тесто можно делать, но обязательно нужно следить за тем, сколько вы будете или жидкости, или муки ложить. А вот этот момент как раз, будьте внимательны, что касается волос, стрижки волос, покраски и мытья волос. Это день перехода Луны из 3 в 4 фазы. Это очень важно. Плюс энергии воды в Скорпионе. Поэтому исключайте в этот день, делайте перерыв. Никаких стрижек волос, ни покраски. Мытье волос исключается. А вот очистка кожи продолжаем вот этот курс. Тут выходных нету до момента, когда уже подойдет Луна к времени Гекаты. Ремонт не проводим. Здесь играет роль стихия воды. Проветривание вещей будут влажные,
А вот очень интересно, вот стирка и уборка прекрасно получается в Скорпионе. Единственное, что стирка долго сохнет. Тут уже надо выбирать то ли качество, парадокс получается, качество стирки, то ли можно его досушить утюжком, то, что постирали. Так что вот такие вот у нас интересные, вот видите, дни, когда нужно будет планировать, что, когда делать, для того, чтобы получились качественные все работы с нашим телом и в нашем доме. Луна для здоровья. 22 января Луна будет находиться в знаке Дева. А в Деве уязвимы тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота, с которыми очень многие борются, и бесполезно, и не надо бороться, потому что здесь формируется и расцветает новый орган – брыжейка. Брыжейка – это и есть тот механизм защиты от бактерий, попадающих в организм через просвет тонкой кишки. И не только. Это новый своеобразный атомный реактор в нашем новом теле в эпоху Водолей. А теперь о предпочтении Девы. Дева в первую очередь заботится о своей фигуре, и поэтому нельзя в это время использовать для приготовления пищи макаронные изделия, любые углеводные продукты, избегать жареных пирожков, печеных пирожков и так далее. Принимайте пищу часто, но маленькими порциями, и должно быть раздельное питание. Нужны продукты, богатые железом и витаминами группы В, а также энергетические соли должны быть в этих продуктах, сульфат калия и фосфат железа. И вот эти обе соли содержатся в гречневой крупе, так что варите в первую очередь гречневую крупу, а также эти элементы питания есть в пшене, овсе, а также в яблоках, грушах, это еще есть, сухие, может быть, абрикосы, в гранатах, картофеле, моркови, всех цитрусовых фруктах, которые сейчас есть в достаточном количестве. Используйте в меню растительное масло, грецкие и другие орехи. Черная редька есть, молочные продукты любые, зеленые культуры и цветную капусту. А сейчас прошу обратить внимание, особенно женщинам, потому что 23, 24 и еще утром 25 будут ощущаться энергии знака Весы. А в Весах уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, все женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная система, система желез. Будьте внимательны, и мужчины, и женщины, не переохлаждайте свои ноги и свое тело для того, чтобы ваши органы, которые подвергаются при охлаждении ног, не болели. Не садитесь на холодные скамейки и не задерживайтесь здесь долго в садах или где вы там собираетесь гулять. Важна в это время вегетарианская пища. Поэтому варим каши из риса, гречки, из ржи, овса, ячменя. Используйте любые проростки. То, что у вас есть, выращивайте их и делайте салатики из проростков. Также используйте груши, которые еще есть, поздние сорта, они подходят уже, дозариваются в хранилищах. Используйте хурму, бананы, их сейчас тоже много, изюм, курагу. Где-то есть на хранении виноград у кого-то, яблоки, кочанная цветная капуста, зеленушка, а также томаты, огурцы заготовленные в любом виде, морковь, редька черная, ну и различные салаты, если они у вас тоже есть, или в теплице, или на подоконнике. И старайтесь заправлять все свои салаты, еду лимонным соком, сметаной или сливками. 25 января Луна уже после 7 часов будет находиться в знаке Скорпион. И ко всему этот день очень стрессовый переход Луны из 3-й в 4-ю фазу. Будьте внимательны
ко всем своим органам, но особенно в Скорпионе уязвимы прямая кишка. Поэтому может быть в это время обострение геморроя, обратите на это внимание, а также уязвимы в этот день сфинктер, половые органы, мочеполовая, нервная системы. Очень внимательны снова же будьте, ноги и область таза должны быть в тепле. Продукты питания используем в тех, в которых есть витамины В и С и Е, а также железо. На первом плане у нас это доступно почти всем. Это яблоки, а также цитрусовый, чернослив, различные овощи, которые у вас есть свежие и заготовленные, редька, свекла, морковь, капуста, чеснок, лук-порей. Различная зелень, которая у вас на окошечке растет или заморозили. Готовьте продукты различные из морской, океанической рыбы. Используйте морепродукты, очень полезны в это время для нашего организма. И очень ценные травяные чаи в это время. Шиповник, то, что вы собрали, заготовили, очистительные чаи, ромашка и другое, что у вас есть. Пейте, пожалуйста, заваривайте и пейте такие чаи. В это время нужна низкокалорийная, но богатая белками, сбалансированная по основным питательным веществам и витаминам и микроэлементам пища. Так что из того, что мы назвали, можно готовить все, что угодно. И главное в это время исключайте различные такие острые блюда, перец, чеснок тоже небольшое количество. Исключайте копчености, потому что здесь уже будут реагировать на все эти вкусняшки, так называемые, шашлыки также, будут реагировать прямая кишка. И если есть геморрой, он сразу же об этом сообщит всему телу. На этом завершаем сегодняшний утренний выпуск. Крепкого здоровья вам и вашим родным, близким людям. Мира и уюта в ваших домах. Мы, авторы канала Раиса Гориченко и Александр Волик, прощаемся с вами до следующего видео на нашем канале. Пока-пока. До новых приятных встреч!